Привет всем! Вы на канале Вяжем вместе с Леночкой. Сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот ажурные, очень симпатичные, на мой взгляд, тапочки-следочки. Вяжутся на 2 спицах с настоящей анатомической пяткой, как на, знаете, как вот на носках. Без шва на подошве. Шовчик у нас здесь и только он такой плоский. Размер у них 38-39. Вязать очень легко. Прям вам понравится этот узор. Он и дальше вам понравится вязать. Очень хороший узор, красивый. И получаются довольно симпатичные вот такие вот топотулечки. И далее я вам расскажу, какую я пряжу использовала, какие нитки. А сейчас я хочу сказать всем огромное, большое спасибо. Всем тем, кто имеет возможность просматривать рекламу. Всем огромное спасибо за вашу поддержку. И давайте приступим вязать. Всем приятного времяпровождения. Эти тапочки мы будем вязать из такой вот пряжи. Это Magic Baby Joy. Так, я вам сейчас скажу. Это 30% шерсти, 70 акрила. И в 50 граммах 133 метра. Мы будем вязать в 2 сложения и спицами номер 3,5. Также вы можете использовать пряжу в 100 граммах и вязать в одну нить в 100 граммах 120-140 метров. Вязать будем другим цветом, бирюзой такой красивый. Просто у меня нету этикеточки именно бирюзы. И набирать мы сейчас будем с вами 32 петли. Простым классическим способом. Или же можете набирать любым способом, который вам нравится. Вот таким вот образом. Давайте будем приступать к вязанию узором. Кстати, у кого будет другое количество петель, нужно набирать число петель кратное 4, плюс 2 петли для симметрии и 2 кромочные петли. В каждом ряду первую кромочную будем снимать не провязывая, а последнюю петлю провязывать будем изнаночной в каждом ряду. Начинаем вязать первый ряд. 2 изнаночные петли, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Это наш раппорт. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. И так мы вяжем до конца ряда. В конце ряда провязываем 2 изнаночные петли, это петли симметрии, и последнюю кромочную, как я и говорила, в каждом ряду будем провязывать изнаночной. Разворачиваем работу, вяжем второй ряд. Вяжем, получается 2 лицевые петли, 2 изнаночные, 1 вот изнаночная, и наш накид провязываем изнаночной. 2 лицевые, 2 изнаночные. Третий ряд нашего раппорта. Сняли кромочную, провязали 2 изнаночные петли, вяжем без изменений. Далее провязываем тут 2 лицевые, 2 вместе лицевой за переднюю стеночку и накид. 2 изнаночные, 2 вместе за переднюю стеночку, накид, 2 изнаночные. И еще разочек. 2 вместе за переднюю стеночку, накид, 2 изнаночные. А изнаночный ряд вяжите точно так же, как и предыдущий. Далее смотрите, что у нас получается. Далее вяжите, пожалуйста, чтобы у вас от начала вязания и вот высота была прямоугольничка 7 сантиметров, максимум 8, если хотите прям высокую пяточку. И далее мы будем вязать классическую пятку. Повторяем 1 и 3 ряд, с 1 по 3 ряд. Ой, с 1 по 4 ряд. Вы все время чередуете, как вы поняли, 1 ряд, 3 ряд, вот лицевые, а изнаночные ряды вяжутся как обычно, как смотрят петли. И не забывайте, что накиды провязываем изнаночной петлей. Провязала я 7,5 сантиметров. Вот что у меня получается. Вот такая вот красота. И теперь мы с вами начнем вязать пяточку. Пятку будем начинать вязать с изнаночной стороны. Сейчас мы провяжем этот ряд. И провяжем мы его уже одними лицевыми петлями. Скорее всего.
Да, давайте просто сейчас одни лицевые провяжем. Просто уже без рисунка, без ничего. Пока так. Все, провязала я лицевой ряд, теперь изнанка. У нас с вами 32 петли на спицах. По 11 петель мы оставим с вами на боковые части, на саму пятку мы оставим 10 петель. Вяжем теперь, ну, лицевой гладью обыкновенной. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Это боковая часть. Теперь начинаем вязать пяточку. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петельку и последующую за ней по изнанке вяжем 2 вместе изнаночной и разворачиваем работу. Снимаем кромочную, по лицевой стороне мы вяжем лицевые петли, считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 петлю и последующую за ней по лицевой стороне провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку и разворачиваем работу. И теперь таким образом вяжем, пока у нас на спицах не останутся только 10 петель, именно петли пятки. Вот такая вот у нас красавица получилась пяточка. Посмотрите. Вот она какая красивая, как красиво смотрится узор. Теперь нам нужно набрать петли по боковым вот этим вот, по боковинкам, по этим, да? Так, и давайте сразу будем набирать. Набирать мы будем петли из вот этих вот, видите, идет вот косичка, вот она. Вот, мы будем вот так, смотрите, под косичку вставляем спицу, захватываем нить и протягиваем петельку. Вот таким вот образом. Вот так. Вот так будет у нас. И из каждой петельки набираем вот такие петли до самого верха. Смотрите, вот здесь вот набрали последнюю петлю. Вот она получается, все нормально, вот так красиво, чтобы ровно было. Вот видите? Можно даже еще вот здесь петельку одну прихватить, сделать. Я бы, наверное, так и сделала. Чтобы вообще уже 100% было все ровно-ровно. Далее разворачиваем работу. Вяжем все петли изнаночные полностью до следующей боковинки. Провязали все петли, вот следующая боковинка. У нас с вами, как видите, изнаночная сторона, и мы теперь будем провязывать не лицевыми вот эти петли, а изнаночными. Вот у нас все петли, мы должны из них, смотрите, вот таким образом делаем. Раз, и изнаночная петля. Вот, под косичку вводите, и нить перед работой. Саму спицу заводите с лицевой стороны, вот, видите, под косичку, вот так. Захватываете нить. И вытягиваете. С этой стороны получаются лицевые петли. И точно так же мы набираем петли с этой стороны. С каждой. Ой, немножко шумят спицы. Ну, без этого никак. И вот так вот мы набираем. Раз. Вот косичку. 2. 3. Так, здесь еще одну из косички и одну где, вот тут сверху дополнительную, чтобы было ровно-ровно. Все, смотрите, теперь у нас с вами получается вот такая вот красота. И теперь мы с вами будем вязать точно так же вот таким вот узором. Вот. Вяжем следующим образом. Ничего мы никакие петли убавлять не будем. Продолжаем вязать. Снимаем первую петлю как кромочную. Далее вяжем одну изнаночную петлю. Делаем накид, провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Дальше вяжем 2 изнаночные. Накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. 2 изнаночные. Накид, 2 вместе лицевой
за заднюю стеночку. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда получается накид, 2 вместе лицевой за заднюю стеночку, 1 изнаночная и вот кромочную. Кромочную пока я вяжу лицевой, чтобы красиво сразу выйти. И все. И также дальше вяжем, как мы и вязали вот эту вязку, точно так же вяжем и по изнанке. Вяжем вот так просто прямо, вяжем, пока у вас полностью не скроется мизинчик. Провязала я так, что у меня полностью скрылся пальчик, мизинчик. И теперь давайте все петли полностью 2 раза сократим. Таким образом. Сняли кромочную, провязали изнаночную. Далее вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. Следующие 2 петли также провязываем 2 вместе лицевой за заднюю стеночку. И так каждые 2 петли. Вот так попарно провязываем за заднюю стеночку лицевой. В конце вяжем 1 изнаночную и кромочную. Разворачиваем работу, вяжем следующим образом. Сняли кромочную, провязали 1 петлю лицевую. Далее вяжем все петли изнаночные. Полностью предпоследняя петля лицевая и кромочная изнаночная. Далее смотрите, мы с вами обрезаем длинную ниточку. Мы сейчас на эту рабочую нить отправим все наши петли. По 2 петли вместе провязываем, как за заднюю стеночку лицевой. Вот смотрите, раз. И протягиваем насквозь нашу нить и сбрасываем вот так вот петли. Можно по 1 петле, как вам удобно. Так делайте все ваши петельки. Готовите вот такую вот иголочку с большим ушком или же крючок, как вы любите сшивать. Вот смотрите, собрали все петли, делая ниточку в иглу и выворачиваем наизнанку. Далее вам надо определиться, какой глубины вы хотите, чтобы у вас были тапочки. Вот какой вам надо глубины, столько вам, и сшивайте. Смотрите, чтобы было удобно одевать на ножку. Вот тут мы, смотрите, все стянем хорошенечко и возьмем с вами и зафиксируем 2 стороны вместе. Сшивать будем также 2 сложения ниточка, той же ниткой, что мы и вязали. Далее смотрите, нам нужно, чтобы получился здесь плоский шов. Вот у нас косичка идет, видите, вот она, образованная за счет наших кромочных. И вот с этой стороны вот она. Мы будем сшивать, используя внутренние полупетли. Вот она, эта косичка, вот смотрите, внутренняя полупетля. Так, вот косичка и вот внутренняя. Прям смотрите, чтобы было видно. Вот. И сшиваем. Опять смотрите, внутренняя полупетелька. Сшили. Опять внутренняя полупетля. И все. Единственное, что потом немножко так подтяните шовчик, чтобы он не был скукоженным. Ну вот смотрите, я сшила. Получился вот такой вот плоский, мягонький шовчик, который совершенно не мешает, не будет вашей ножки. Вот такие получились красивые, на мой взгляд, очень симпатичные тапочки-следочки. Они ажурные, пяточка плотненькая, смотрите. Вот. Кроме этого шва, швов больше нет. Они по размеру вышли 38-39, ближе к 39 размеру. Вот. Так что, мои хорошие, посмотрите, пятка высокая какая. Я считаю, что они очень удачные. Можно ведь делать более открытым, более закрытым. Хотите, можете еще обвязать вверху, но мне кажется, это будет лишнее. Но это смотрите на ваше усмотрение. Уходит очень мало пряжи. Сам узор кушает очень мало пряжи. И, кстати, он вам обязательно пригодится. Он вообще смотрится в любых изделиях очень хорошо. Я так думаю, что грамм 80-70 уйдет, ну максимум 100 на слитки такого типа. И очень буду рада, если вам пригодится этот мастер-класс. Вяжите, радуйте себя и своих близких. Такой, правда, мелочно, приятно все-таки, правда? И хочется сказать огромное спасибо за ваши теплые пожелания, теплые, добрые отношения. Знаете, такие вот душевные, хорошие комментарии. Я смотрю, что у меня канал такой, я так рада, что у меня такие хорошие подписчики и очень даже адекватные люди.
Нет такого, как на других каналах. Я не оскорбление, ничего, слава богу. Я очень-очень этому рада. Ой, прям вообще спасибо вам огромное, девочки, что вы у меня такие. И, конечно же, я хочу пожелать вам, как всегда, крепкого здоровья, хорошего, позитивного, доброго настроения, чтобы в ваших ручках вязания все ваши дела спорились, чтобы у вас было все хорошо, прехорошо в жизни. Заходите еще много раз в гости. Всем я очень рада. Всем спасибо за просмотр рекламы. И, конечно же, всем пока-пока и до новых встреч.